Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, октябрь 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из нас. Или, может быть, о всех каких-то тонких болевых моментах. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И все равно какие-то подсказки, какой-то свой инсайт вы определенно получите, мои дорогие стрельцы. Октябрь месяц для нас постепенный выход из ретроградности. Будет много таких планетарных событий, как бы конфигурации, наверное, в небесной канцелярии по планетам таковы, что мы можем принимать важные решения. Или как будто само пространство или обстоятельства нас могут подталкивать сделать какой-то выбор или вывод. Вот давайте узнаем. Назвала это видео «Выход из лабиринта», потому что действительно в чем-то мы можем окончательно разобраться. Или что-то, то, что прежде для нас было словно за гранью, здесь станет явью. И такой вариант тоже вполне возможен. Вот давайте мы первую карту достанем, и это у нас будет важное событие октября. События октября, которые будут нас, к чему-то ориентировать. И неожиданные события. Давайте мы узнаем. Что для меня завершится окончательно, то есть для вас, мои дорогие стрельцы? А что начнется нового, может быть? Или какие двери будут открыты перед вами, стрельцы? Что может помешать течению октября или чему сейчас не время? А что будет помогать, что будет радовать вас, мои дорогие стрельцы? И достанем 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что по финансам? В целом энергетику посмотрим, как на месяц видят карты. Что в личной жизни? И достанем еще одну карту. Совет от карт. Объединим все то, что у нас выпало. Итак, важное событие. Действительно важное событие. Важное событие будет касаться принятия какого-то вашего решения. К этому может подтолкнуть, вот как я сказала, либо обстоятельства вокруг вас, либо какая-то информация по тузу жезлов. Это всегда возможности. И причем это те возможности, которых мы не ждали. И значит, это может быть каким-то совсем не тем путем, методом, способом, как мы предполагали, а что-то такое может в нашей жизни резко меняться. Или приходит какая-то новость, и она словно нас переформатирует в какую-то другую плоскость. Или переключает наше внимание на другую сферу жизни. Но значит, по тузу жезлов, может быть, одна сфера жизни начнет меняться, а остальные словно подтянутся. Есть какая-то одна отправная точка. Или это может быть все же по тузу жезлов, это идет еще наш собственный инсайт. С чем-то вы будете определяться. Я могу предположить, с учетом ретроградности, всех планет, много планет ретроградности, я уже не повторяю, можете мои предыдущие видео посмотреть, там по планетам и по срокам у меня подробно рассказано. Так вот, вы о чем-то уже могли думать на данный момент. Или есть какая-то проблема, может быть, у кого-то, или тот вопрос, который обязательно нужно решить. И я не могу по одной карте сказать, что вы решите окончательно, но то, что возможность как-то разрулить ситуацию, или обойти острые углы, у кого чего касается, или, может быть, начать новое дело. Все же туз жезлов – это когда мы можем такое принять решение, когда себе даже где-то удивимся и скажем: ну надо же, раньше я считал, что нет, я такого не сделаю, или это где-то не в моем стиле, не в моих принципах, не в моих правилах. А вот здесь эти правила могут быть просто пересмотрены. И это будет начало чего-то очень интересного в вашей жизни. И самое главное, это вам принесет вдохновение. Что-то вас будет словно цеплять эмоционально в хорошем смысле. Неожиданности давайте мы узнаем. В неожиданностях, знаете, вот основное значение двойки пентаклей – ничто так не постоянно, как перемены. И сам по себе динамичный будет месяц. Скучать будет некогда, наверное, где-то в вашем стиле. Вы люди-оптимисты.
И здесь, знаете, самое главное себя попробовать в чем-то новом. Не отказываться, вот как раз вот мы с вами говорили, от каких-то предложений, если они кажутся дурацкими, нелепыми, или я бы так никогда не поступил. Потому что мы пока не видим конечный продукт или конечную точку, к чему мы придем. А нарабатывать новый опыт как будто нужно. И здесь у нас может получиться такое дело, когда мы прежде себя не считали экспертами или профессионалами по этому вопросу, а у нас получится еще лучше, чем у профи. И есть такой момент еще, что деньги мы не тратим. Посмотрите, у нас жонглер как будто изображен. Значит, первое, где-то придется манипулировать, где-то придется адаптироваться. Может быть, как бы это странно ни звучало, подстраиваться в хорошем смысле. Подстраиваться я имею в виду не отказываться, не отметать какое-то предложение или даже ваша мысль, ваш какой-то инсайт, не говорить, что да нет, это что-то показалось мне. Проиграйте какую-то ситуацию. Ведь здесь на карте нам изображена сама по себе игра. И если мы сказали про перемены, игра по новым правилам. И правда, нам эти правила предстоит только узнать или разработать свои, новые. Старые не будут работать, а вот как раз о каком-то элементе новизны или легкости на подъем. Знаете, какой-то спонтанности, когда нас, правда, радует. Это жизнь с вдохновением, по сути дела. Но когда мы себе не отказываем от чего-то, а как раз даже если нам предложили, по этой карте это тоже предусмотрено, отправиться куда-то в путешествие, пусть недалеко, или наоборот далеко, или работу предложили, а она тоже в каком-то другом аспекте или в другом графике, или, может быть, мои дорогие стрельцы, в другом городе, в какой-то другой местности. Вот тут даже те варианты рассмотреть, от которых бы прежде мы сказали, ну нет, это не пойдет. А здесь вот что-то стремится новое войти в вашу жизнь. Давайте мы с вами узнаем, что же завершится для вас. Знаете, вот как раз, правда, какая-то, с одной стороны, неразбериха или завершатся иллюзии, карта иллюзий. Что-то встанет на свои места. Вполне вероятно, это будет связано с каким-то известием, информацией, новостью и вашим окончательным решением. И если прежде вы могли думать, а получится это дело или нет, у нас 7 кубков нарисовано на карте, как будто 7 направлений. Вот, значит, одно какое-то вы выберете и поймете, что... Ну, кто знает, это на длительный период времени. Не будет, знаете, какой-то иллюзорности в том плане, что мы не захотим даже на себя одевать розовые очки. Мы, несмотря на то, что вдохновение нам обеспечено, но значит, мои дорогие стрельцы, вы его, это самое вдохновение, в какое-то нужное русло, в какой-то нужный фарватер направите и будете этим заниматься. И ведь знаете, вот с учетом всех этих карт, это может быть что-то очень перспективное на длительный период. Давайте мы узнаем, какие новые двери перед нами откроются. Это может быть человек или связано какое-то дело с человеком. Может быть, это ваш партнер, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Но это те люди, которые создали себя сами. И я могу так по энергетике сказать, что вам как будто новое дело или, может быть, это не совсем новое, с элементом новизны. Это, предположим, может касаться даже вашей работы. Понятно, не все же меняют работу. Но мы говорим про обстоятельства. Значит, на вашей где-то либо работе, по месту вашей службы, там какие-то происходят изменения. И для вас, словно в новом амплуа, с новыми возможностями, какими-то предстоит проделать путь. Или выбрать что-то для себя, или использовать какую-то возможность, которая с какими-то пертурбациями для вас тоже предоставится. Тут ведь есть элемент новизны, и что-то нам надо определенно не прошляпить. Мы сами можем открыть те двери, которые мы захотим. По королю Пентаклей это человек, который создал себя сам. Подразумевается, безусловно, наши действия. Если мы просто сидим и ждем, мы не увидим возможности. И в этом, наверное, ключевое значение всех вот этих карт. По этой карте какие двери новые откроются, как это может быть новое знакомство, или уже есть у вас такой человек, и где-то сотрудничество будет более тесным, или вы будете узнавать, допустим, как на практике оформить какой-то документ, или как на практике оформить бизнес, или, может быть, это новая какая-то должность для вас, и тоже вы будете на практике что-то изучать или
знаете, это как опыт какой-то новый нарабатывать. И все же это у нас пентакли, и уже обещают, что какое-то дело, которым вы займетесь, вам принесет материальный успех. Сама по себе энергетика карты, как и позитивная, дружелюбная и такая, знаете, стабильно надежная. Поэтому то, что мы захотим, понимаете, какие двери мы увидим, увидим мы возможности, значит, мы их используем. Если нет, пройдем мимо. Если мы готовы где-то себя изменить, попробовать какой-то другой метод или другим каким-то способом, может быть, с другими людьми взаимодействовать, через другие двери войти, чтобы решить какой-то вопрос, значит, и двери перед нами откроются, и какие-то возможности будут, и продолжение вот такое прекрасное тоже следует. Что нам может помешать? Мои дорогие стрельцы, рыцарь жезлов, по сути, это ваша энергетика. Сказала бы, ничего не помешает, но есть такой момент, 3 момента по этой карте. Быстрота, скорость сама по себе. Дальше информация какая-то, которая быстрая приходит. И еще один момент, мы что-то не можем отложить на потом. Так вот, если все соединить воедино и в позиции, что нам может помешать? Можно сказать, что какая-то поспешность, горячность в определенной доле может помешать. Нам надо как-то более размеренно. Видимо, нужно что-то и просчитать. Пробовать, не отказываться от чего-то, но страховать себя самим как будто придется. Быть открытым миру, правда, по этой карте путешествие рыцаря жезлов, это он как едет по разным странам, например, да, представьте, включите воображение, по разной местности, и, может быть, иногда это какая-то пустыня, а иногда это напоминает какие-то завалы или какие-то руины, иногда это напоминает какой-то прекрасный цветущий сад, он готов пройти через совершенно разные территории, потому что он любопытен к жизни, мои дорогие. Вот это любопытство не в плане, что у соседа или у товарища, а именно к жизни, увидеть какие-то новые горизонты. И он готов меняться, потому что он понимает, то, что он сейчас узнает или увидит, он прежде с этим не сталкивался. Давайте мы узнаем, что же нам будет помогать. Будет помогать, если мы не будем вступать в какие-то конфликты, мои дорогие стрельцы, если не будем создавать какого-то противостояния, противодействия, если будем заниматься в первую очередь только тем, что для нас имеет значение и смысл. По семерке жезлов это карта соревнования. И здесь, конечно, можно расценить эту карту. Предположим, кто-то из вас участвует в конкурсе, и вполне так себе вероятно, используя новые какие-то методы, вы в этом конкурсе можете победить. Но надо сделать что-то кардинально не так, как прежде. Но все же больше это, наверное, для единиц. Больше нам эта карта говорит, держись сторонним наблюдателем. И вот это нам помогает. Потому что будут те люди, которые вас захотят приобщить к тому делу, куда вам словно не нужно. Или это дело лично для вас не будет иметь какого-то вдохновения или продолжения. Фильтровать какую-то информацию придется. Поэтому, может быть, и рыцарь жезлов нам и говорит, что поспешность какая-то или горячность, может быть, нас вдохновит какое-то предложение, а предложений будет много, видимо, судя по всем картам, которые выпали. И, по крайней мере, не одно. Попробовать нужно, но, знаете, так вот осмотрительно. Словно мы исследуем непознанную землю без карты. И поэтому, если мы куда-то входим или начинаем какое-то новое дело, но вот так для себя, запасным аэродромом, наметить, как мы будем в одиночку, мои дорогие, выходить из создавшегося положения. К примеру, если что-то пошло кардинально не так, и мы понимаем, о нет, вот туда мне не надо, мы же новый опыт нарабатываем, мы заранее что-то не просчитаем, и здесь, если нужно ретироваться или выйти по-английски, значит, нам это придется сделать. Поэтому, чтобы максимально какие-то ошибки не допустить, поэтому сначала наблюдаем, вот по семерке жезлов, а потом решаем, стоит в этом участвовать или нет. Но помех как будто нет, если мы только сами где-то своей горячностью куда-то не поспешим, или, может быть, захочется, мои дорогие стрельцы, вы люди честные, вы люди открытые. И кто-то, зная ваш характер, может так, знаете, эмоционально подцепить, чтобы разговорить, например, стрельца, или чтобы он высказался, или в какую-то, ну, знаете, в какой-то конфликт втянуть. Вот вам туда не надо. Дела, работа, бизнес. Карта заслуженного успеха. Она словно суммирует все то, что я говорила.
в плане того, что от наших приложенных усилий будет зависеть успех. И правда, нам придется проделать какой-то путь в одиночку, не надеясь на то, что кто-то словно с нами пройдет. Нам придется что-то сделать самим. И если мы говорим по рыцарю жезлов, что он едет, и у него разные картины, он как будто готов в разных местностях побывать, или разными делами заняться, или в плане любопытства узнать что-то новое, в хорошем смысле. И вот здесь как раз шестерка жезлов – заслуженный успех. Наш успех будет зависеть от наших приложенных усилий. Для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, если так про конкретику, это будет какой-то переезд, который вы будете планировать. Я не могу сказать, что это в октябре точно получится, но как будто ориентиры у вас будут, и вы будете узнавать информацию, как же это конкретно сделать. У кого-то просто может быть поездка, ваша поездка, может быть приезд человека к вам, какое-то взаимодействие, у кого-то и перемена на работе, или ваши перемены, связанные с работой. Кто-то уйдет в свободное плавание, может быть, займется творчеством, своим ремеслом, откроет как будто, ну, может быть, как свой бизнес. Такое тоже может проиграться, кстати, интернет-бизнес, потому что по шестерке мечей, мечи – это всегда пространство, воздух, интернет. И здесь вообще любой проект, связанный с интернетом, будет со знаком плюс. Себя как будто даже, я бы сказала, на авансцену можно позиционировать, о себе, может быть, заявить через интернет. Иначе кто же о нас узнает, правда? То есть какие-то есть перспективы по этой карте, или это работа, например, связанная с командировками. Совершенно разные направления могут быть. И опять же, все направления подразумевают наши действия, и от этого будет зависеть успех. И значит, если мы куда-то отправимся, значит, мы наверняка какой-то вопрос выясним, или если мы пойдем согласовывать какие-то документы, значит, тоже найдем способы договориться и оформить именно в том ключе, которым нам нужно. Может быть, мы встретим нужных людей на нашем пути. То есть быть открытым миру, где-то руку на пульсе держать определенно стоит. Финансы. Давайте узнаем, что для вас. На финансы вам финансы, причем такие, которые финансы в рост. Мы какое-то либо новое дело начинаем, или, может быть, по вашему месту работы меняются какие-то порядки, или оплата, или график, или еще что-то, есть элемент новизны. Как будто не так, как прежде. И вообще это начало какого-то проекта или нового способа заработка. Или у кого-то из вас траты, связанные с детьми, кому-то вы будете помогать. Или придет какая-то идея, которая будет звучать как новый способ или источник заработка. Но это те проекты, мои дорогие стрельцы, которые вам послужат годами, а то и десятилетиями. И правда, в октябре все планетарные события, они складываются таким образом, что если мы что-то начнем, то это будет на длительный период времени. Но если мы от чего-то можем отказаться, то вряд ли мы потом что-то сумеем повторить. Поэтому будьте внимательны при принятии решений. Личная жизнь. Увы, мои дорогие стрельцы, не могу сказать, что про любовь, карта отшельника, но ведь нам просто карты говорят о чем? О том, что личная жизнь – это еще и наша какая-то самореализация, и у нас начинается весь расклад с вашей энергетики, туз сразу жезлов, понимаете? То есть идея какая-то, предложение, новость, инсайт. И как раз отшельник соответствует тому, что мы идем своим путем. Надо сказать, что нам никто не мешает. Я люблю за это карту отшельника именно. Нет каких-то помех, посмотрите, это тоже здорово. Но страхуем мы себя сами, мы уже говорили, да. И отшельник несет в руках фонарь, это прообраз нашей интуиции, поэтому слушайте свою интуицию. И пусть это какая-то тропа нехоженная, вот как на этой карте, путь как будто отшельника словно висит где-то в пространстве. Вы можете начать то дело, мои дорогие стрельцы, когда ни у вас нет опыта, ни у кого-то нет опыта. Вот какое-то такое направление или что-то вы можете сделать такое, что до вас не делал никто. Или какой-то метод новой работы. И тут ведь меня смотрят люди, которых разных профессий. Вот какой-то такой действительно у вас может быть инсайт, мои дорогие, который вас сделает как уникальным человеком. И вы получите признание. У кого-то это проиграется. Поэтому отшельник – это кто? Это у нас философ, и он на своей волне.
вот и вы будете на своей волне. Это в целом вот на весь расклад можно уже где-то подытожить. Но интуицию мы слушаем, фонарь как будто включился у отшельника, и он видит, впереди свернулась змея. Мои дорогие стрельцы, на самом деле вы можете столкнуться с людьми, которые вам просто завидуют, или где-то будут переключать ваше внимание на какие-то свои вопросы, уводить вас от какой-то темы, или, я бы сказала, от чего-то отговаривать. Не случайно карта отшельник. Отшельник никого не слушает. У него своя программа. Или еще каким-то образом вам люди могут мешать. Или это будет та ситуация, которую я описала по семерке жезлов, когда вы кому-то длительное время помогали, здесь вы придете к выводу, что нет, от чего-то вы откажетесь. Вы явно будете пересматривать, причесывать свое окружение. И здесь вам захочется кому-то сказать «нет». Я могу так предположить. И кем-то это может быть воспринято, знаете, так в штыки. Поэтому будьте аккуратны. Если действительно кого-то нужно исключить из своей жизни, может быть, не стоит ему объявлять об этом, элегантно отойти в сторону, чтобы вам человек какой-то не создал проблем из-за зависти, из-за злости или еще там из-за чего-то. Все-таки змея присутствует. Давайте мы подведем итог. Вот выход из какого-то тупикового состояния для вас определенно будет. И знаете, если карта повешенного, старший аркан. Отчасти, кстати, карта может говорить о том, что если какой-то вопрос у вас прямо сию секунду не решился, это не повод думать, что все, это не получится. Где-то будет и ускорение, скучать будет некогда, но с другой стороны, в чем-то придется и подождать. И, кстати, мы сказали, шестерка мечей, паж пентаклей, это тот успех, который мы не совсем в октябре увидим. Поэтому в этом плане есть значение. Значит, если мы сразу не видим какого-то вау-эффекта, это не значит, что мы бросаем это дело. Тут как раз вот заминка какая-то может свидетельствовать не о том, что вам в этом направлении не стоит двигаться или этим делом не стоит заниматься, а как раз о том, что это просто дело само по себе рассчитано на длительный период времени. Поэтому сравнить, может быть, с тем, чем я прежде занимался и куда меня теперь зовет душа. Хочется ли мне этим делом вообще участвовать, заниматься, готов ли я там десятилетия, допустим, в этом деле потратить. Потому что что-то у вас на длительный период времени как будто закладывается в октябре. И это будет как раз выход из тупика. У нас человек как будто цепями, да, прикован. Но мы, если какую-то ситуацию разворачиваем на 180 градусов, посмотрите, это какой-то волшебный танец. Вот и вам нужно применить какой-то, может быть, ноу-хау, мы сказали, или сделать что-то такое, чего вы прежде не делали, или это может быть метод какой-то новый, чтобы выйти или из какой-то зависимой ситуации, или, может быть, разобраться с чем-то окончательно и для себя уже поставить, знаете, как намерение и цель, которая должна быть вот в таком состоянии. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.